Друзья, привет! Сегодня я вам покажу свою квартиру в Англии, как мы живем в Великобритании, сколько эта квартира стоит, какие в ней есть сюрпризы, чего мы не ожидали, с чем столкнулись в итоге после переезда, ну и вообще, как устроен здесь быт, во сколько денег все это встает, как живут люди, которые арендуют жилье в Великобритании. У нас сегодня 16 градусов, очень тепло, на дворе 15 ноября, идет легкий дождь, вы видите, в чем я одета. Заходим. Я специально начинаю с подъезда, чтобы вы имели представление, как выглядит английский подъезд. Это у нас ground floor, здесь также есть квартиры, мы живем выше. Такое вот оформление, здесь всегда оставляют посылки. Вот эта дверь, соответственно, закрывается, да, с улицы войти нельзя, если не знаешь код или нет замка. Помимо этой двери есть также дверь задняя, через нее мы выбрасываем мусор, там удобно расположены баки. Ну что, идем поднимаемся. Мы живем, получается, на втором этаже. Мебель, естественно, таскать очень неудобно. Здесь общественный балкончик. И идем дальше. Ну что, мы пришли. Заходим. Да будет свет. Так, вот стандартная прихожая, дырка для писем. Знаете, я каждый раз, когда вижу в Гарри Поттере вот этот момент... Воскресенье просто лучший день недели. Почему, Дадли? Потому что в воскресенье нет почты? Верно, Гарри. Я очень смеюсь, потому что реально очень громко падают письма, и вот эта штука так стучит, что можно просто инфаркт, получить. Так, здесь у нас просто стандартный обычный коридор. Здесь, конечно, можно что-то еще купить, но мы пока не стали. Вообще в эту квартиру мы переехали 16 июня. Прошло, получается, уже 5 месяцев. Естественно, здесь не было никакой мебели, мы все обставляли с нуля, но все еще чего-то не хватает, что-то недокуплено. Это, знаете, такой процесс практически бесконечный. Вот так вот выглядит холл, когда мы заходим. То есть здесь, на самом деле, это батарея прикрытая, моя картина. И попадаем на кухню. Заходим. Кухня реально очень-очень маленькая. Здесь буквально, вдвоем уже становится на самом деле тесно. Но что здесь есть? Давайте по очереди. Да? Есть плита, есть посудомойка, есть духовка, есть небольшой совсем холодильник. Это, кстати, очень частое явление в британских домах. Вот и холодильники всегда не супер большие, они не закупаются какие-то там, на недели вперед. Вот, поэтому вот такие дела. Сам гарнитур довольно такой, не свежий, да, будем откровенны, но на самом деле абсолютно нормальный, жить с этим можно, особенно с учетом того, что это действительно съемное временное жилье. То есть для такого общего, если в общем сравнивать с тем, что сдается в Великобритании, это нормальный на самом деле ремонт. Здесь у нас вот такой вид из окна, цветочки я уже развела. Вся техника, естественно, все, что здесь есть, это все было куплено уже позже. Мы въехали в абсолютно пустую квартиру. Даже вон кофемашину с собой из Германии привезли. Здесь мой фарфор обитает. А здесь, кстати, очень удобная штука, экономящее место. Здесь можно хранить утюг. Вот у нас там отпариватель, швабра, всякие вещи для уборки. Ну что, кухню вроде мы со всех сторон посмотрели. Она на самом деле совсем небольшая, поэтому пойдемте дальше. Идем с вами в спальню. Мы в спальне. Если вы смотрели мои другие видео, то, наверное, видели, что именно здесь, вот на фоне вот этого столика своего, я снимаю в основном все видосы. Вот так вот, собственно, выглядит спальня. Теперь уже с кроватью. У меня было видео, как раз где я рассказывала, как мы конкретно искали эту квартиру, все лайфхаки по аренде, и видео, где я показывала, как мы ее обставляем. Вот, если интересно, можете посмотреть. Сейчас уже, видите, она более-менее закончена у нас. Весь этот шкаф, он был здесь уже. Это единственное, что на самом деле было и осталось. И вот мое рабочее место. Опять же, моя картина, еще шкафчик небольшой, там как раз вещи дочки лежат. Я вообще довольно много рассказываю про
переезд, про иммиграцию, про процессы такие психологические, которые с тобой происходят, когда ты переезжаешь. Я сама занимаюсь бизнесом, у меня свое креативное агентство здесь, и про реализацию, поэтому я много рассказываю. И если вам интересны такие видео содержательные на тему иммиграции смотреть, еще про путешествия у меня иногда бывает, то подпишитесь и, пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео тоже, чтобы оно рекомендовалось другим людям. Что надо вообще понимать про этот дом, в котором мы снимаем квартиру? Он был построен где-то в начале 20 века, в 20-х годах. Это так называемый дом ар-деко, и это довольно редкий экземпляр. То есть, если вы видите, здесь довольно большие комнаты. Это считается, на самом деле, для Лондона довольно большая комната, большая спальня, потому что в основной массе жилья спальня — это где вы просто можете поставить одну кровать. У нас здесь огромный шкаф, рабочее место, кровать еще супер king size, то есть это довольно редкая штука. Очень приятный вид из окна. Это жилье еще очень редкое для Ричмонда, потому что в Ричмонде в основном у вас будут дома, у вас будут semi-detached house, какие-то совмещенные, то есть дома, переделанные в квартиры, то есть маленькие квартирки, да, нарезанные. Такой дом — это большая редкость, найти такой дом сложно очень. Идемте посмотрим ванну, еще одну комнату и гостиную. Идем. Ну что, тут у нас в коридоре на полочках шлемы, мы на велосипеде ездим в школу. Так, зашли мы с вами в ванну. Ванна, конечно, наверное, самая подубитая вообще всего, что здесь есть. Но мне она нравится тем, что она очень-очень светлая, в принципе, просторная. Выглядит она вот так у нас. Здесь я все постаралась подобрать такой минимализм. Стирка, значит, расположена. Тоже шкафчик тут был. Ванна с душем. Очень как бы удобно. Также здесь есть окно, уже открывается. Вот. Оттуда прекрасный вид. Ну, на вид мы еще с вами чуть попозже посмотрим. Пространства здесь немного, но опять же для британских ванн больше, чем в среднем вот по стране. Да. То идем в комнату моей дочки. Вот. Тут довольно, на самом деле, тоже просторная комната. Входит сюда односпальная кровать. Здесь отличный вид из окна, я считаю. Вот я обожаю, когда есть такая перспектива, зелень. Все это, естественно, тоже было уже нами куплено. До сих пор не хватает здесь какого-то шкафчика. Все вещи моей дочки хранятся в другой комнате, в нашей спальне. Вот, полки здесь уже были, поэтому на полках, видите, тут у нас все расположено. Здесь тоже стена пока пустая, ничего мы сюда не придумали, да, в принципе, на самом деле, вот этого хватает. Не хватает только вот чего-то, чтобы убрать вот этот вот беспорядок. Какие проблемы здесь вылезли, которых мы не очень ожидали? Здесь на самом деле есть плесень в одной зоне, вот в этой комнате. Вот сейчас я вам покажу вот в этом углу. Я так понимаю, что здесь была перепланировка вообще квартиры. И вот этот угол, он сереет и плесневеет. Но я несколько раз оттуда удаляла просто все, и на самом деле это легко удаляется. Просто нужно за этим следить. Также здесь вот такая батарея электрическая, вот, которую втыкаешь, соответственно, в розетку, если тебе это нужно. Во всей остальной квартире у нас батареи стационарные, то есть уже предустановленные здесь, и они обогреваются с помощью, соответственно, горячей воды, то есть они горячие на ощупь. Комната очень светлая, в этой комнате за столом я иногда рисую, потому что это очень удобно, здесь очень классно падает свет. Класс. Ну вот, мне показала, мы на дверь придумали такую штуку повесить, чтобы всех мягких зверей вешать. Ну что, поехали теперь в гостиную. Вот так она выглядит у нас. Комната реально очень-очень большая. Диван здесь раскладывается. То есть здесь кто-то может еще оставаться, кто приедет к нам погостить. Здесь сушим белье. И здесь у нас вот такой огромный обеденный стол. Зона с телевизором. Так, это я. Привет вам. Вот так вот, да, то есть, ну, чуть-чуть как бы пустовато, может быть, кажется, но на самом деле за счет этого очень просторно.
на самом деле. Мы любим такое, чтобы не было много лишних предметов, лишней мебели и так далее. Вот такой у нас тут вид из окна. Я лично очень-очень люблю этот диван. Вот, мы здесь проводим очень уютные вечера. И я думаю, еще со временем что-нибудь вот сюда, какие-то картины весить, украсить это все дело. Ну и просто идеальный пуф для ножек. Он вот от этого кресла икеевского. Я тут, видите, даже особо ничего не убирала. Вот все как есть, как бы жизнь, как она есть. Вот так она здесь и происходит. Общая площадь квартиры где-то 60 метров. Вот, и эта гостиная самая огромная, просторная. Здесь вот на этом коврике, в том числе, я занимаюсь спортом. Там за вот этой штукой где-то вот там лежат гантели. Под диваном лежит коврик. Вот я вам сниму еще из этого угла, чтобы вы тоже понимали размеры комнат и как расположена тоже мебель. Теперь надо вам рассказать, сколько все это стоит. Итак, мы с вами посмотрели квартиру, теперь о деньгах, да, сколько все это стоит. Квартира такая стоит 2000 фунтов, в объявлении было 1950, мы дали, по-моему, то ли 2, то ли 2,50, я уже точно не скажу, надо смотреть, короче, в контракте, но в любом случае такая стоимость. 2000 фунтов в месяц, плюс, надо не забывать, council tax это 200 фунтов, электричество это где-то 50 фунтов примерно в месяц, вода, фиксированная плата у нас, мы специально выбрали такой тариф, это 50 фунтов, интернет 29, по-моему, насколько я помню, и плюс еще за подогрев воды мы доплачиваем. 35 фунтов стоит. Здесь не все так, как в других домах в Англии. То есть, например, вот подогрев воды, да, он у нас вообще входит в service fee отдельно. И я знаю, что в других местах не так. Плюс у нас централизованный вывоз мусора, который оплачивает сам жилой комплекс. Да, то есть и эти расходы остаются на лендлорде. Конечно, у этой квартиры есть свои плюсы, есть свои минусы. Основной минус, наверное, это не супер свежий ремонт. Это есть вот проблемы, да, с углом, с плесенью. Это несовременная, в принципе, кухня. И ее очень жирные плюсы. Это расположение и место, это район Ричмонд. Да, то есть это один из самых популярных и классных районов вообще для жизни в Лондоне и для жизни с детьми именно, так как вокруг классные школы. И еще один ее плюс – это размер комнат, потому что мы очень любим жить в просторе, и вот для нас это как раз было приоритетно. До этого мы, кстати, жили в Германии, а еще до этого на Бали вообще виллу снимали, поэтому нам тяжело было смириться с мыслью о тесной какой-то квартире. Я вообще всю свою историю миграции рассказала в отдельном видео, как мы уехали из России в 2022 году. Можете посмотреть, если вам интересно. Ну и напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам квартира, как вы думаете, стоит она своих денег или нет. До следующих видео. Пока!